Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, желаю хорошего дня. Усаживайтесь поудобнее. Пересылайте это видео своим друзьям и знакомым. Желательно 2 мужчинам, 4 женщинам. На следующий день вы можете обсудить это видео и узнать, что же полезного вы знали из этого видео. Пожалуйста, ставьте колокольчики, ставьте лайки. Пишите в комментариях, что вам понравилось, какую тему вы хотели затронуть. Тема сегодняшнего видео – как сделать ведение ежедневника новой полезной привычкой. Итак, мы в своих видео очень много рассказываем об инструментариях, которые могут быть полезны в колесе жизненного баланса, о методиках, которые появляются сейчас. Я немного расскажу об истории колеса жизненного баланса. Колесо жизненного баланса пришло в мир психотерапии совершенно недавно, ему не больше 30 лет, и вот за этот период колесо жизненного баланса уже набралось практиков, последователей. Колесо жизненного баланса Long Swim отражает 8 сфер человеческой жизни, и мы на нашем канале рассказываем о всех методиках, которые попали в поле нашего зрения. Если у вас есть какие-то источники информации, курсы, обучение, люди, которые хорошо владеют чем-то полезным для того, чтобы наша жизнь была эффективной, красивой, прекрасной, пожалуйста, дайте ссылку, мы постараемся изучить этот вопрос и рассказать об этом большему количеству людей. Миссия колеса жизненного баланса – это профессиональное и личное долголетие. Для того, чтобы не перегружать свои эмоции, мы рекомендуем вести ежедневник бумажный, для того, чтобы туда сбрасывать свои эмоции, записывать свои переживания. Для планирования дел более удобный инструмент – это календарь, Google календарь, где вы можете запланировать какие-то события, очень важные для вас, или те, которые идут плотно-плотно. Вот такая комбинация использования бумажного носителя, ежедневника и календаря дает вам хороший простор для действий. И сейчас мы плавно переходим к теме, как сделать ведение ежедневника новой полезной привычкой. Что же сложного в формировании привычки? Те, кто занимался спортом или занимался каким-то хобби, сталкивались нередко с такой ситуацией. Вот вы начинаете заниматься спортом, но тот график тренировок, который вам был изначально предложен, он является для вас сложным. Вы чувствуете резкое утомление, и в этот момент тренера об этом заранее предупреждают, вам нужно набраться терпения, нужно набраться выдержки, и этот этап просто пережить, чтобы вы своим организмом уже постарались адаптироваться к новой возрастающей нагрузкой. Ведение дневника – это не физическая нагрузка, это больше работа с вашими эмоциями, с рациональным пониманием того, что дневник для вас – это новый инструментарий, к нему нужно привыкнуть, и хорошая привычка, она рождается в течение 3 месяцев. У кого эта привычка была и заняла меньший срок, пожалуйста, напишите в комментариях. Те, кто никак не может сделать ведение дневника ежедневной привычкой, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам мешает вести дневник регулярно и что мешает вам назвать ведение дневника полезной привычкой. Итак, о привычках. В видео, которых посвящено планированию колеса жизненного баланса, можете посмотреть, ссылка на видео будет в описании к этому видео. Важно понимать, что мы в начале следующего года, то есть в ноябре месяце, за 2 месяца до начала следующего календарного года, планируем все, что связано с нашим эмоциональным состоянием. Есть отдельное видео для женщин, где показано, что сфера яркость жизни, духовный рост и творчество, она нуждается в тщательном планировании для того, чтобы при большой интенсивной нагрузке вы не потеряли возможность к восполнению своих сил, для того, чтобы вовремя отдыхали. То есть хорошая привычка – это иметь период поработали,
отдохнули, поработали, и в течение дня есть рекомендации, наверное, уже нужно записывать отдельное видео, как отсматривать уровень своих жизненных сил и смотреть, чтобы в течение дня ваш уровень жизненных сил не падал ниже уровня 30%. Итак, если мы ставим новую привычку на следующий год регулярно вести дневник, мы записываем задачу в сфере яркости жизни, регулярно веду дневник, записываю только положительные эмоции, символами рисую свои отрицательные эмоции. Для чего? Для того, чтобы понимать и выявить те месяца, в которых наше эмоциональное состояние находится на минимуме, то есть мы находимся в состоянии 0,4, что-то нас тревожит, что-то нас раздражает, что-то нам не дает возможности перейти к действиям. Поскольку дневник – это действие, то для того, чтобы ваша привычка состоялась, можно сделать эксперимент более точным, более правильным. Берем, заводим 2 дневника. Один дневник находится на рабочем месте. Мы отражаем сферу карьеры и бизнес, деньги, личностный рост, здоровье и спорт. То есть это ваш дневник, где вы отмечаете все свои действия. Переживания там не нужно трогать. Второй дневник находится дома. Он посвящен эмоциям, духовный рост и творчество, яркость жизни, отношения, семья, друзья и окружение. Ведение 2 дневников на начальном этапе – это достаточно сложно, но через месяц вы начнете понимать 2 основных преимущества ведения 2 дневников. Когда вы очень хорошо следите за своими тренировками, за результатами своего здоровья, вы понимаете, что вы уделяете своему организму необходимое внимание и не пропустите тех сигналов, когда организм набрался той степени утомления, когда ему нужен полноценный отдых, полноценная реабилитация или новая полноценная тренировка. В сфере профессиональной жизни, когда вы работаете на 2 работах, в 2 проектах, ведение дневника является вообще просто необходимым элементом. Почему? Потому что вам нужно постоянно переключаться между одной работой, между несколькими проектами, и если проекты у вас на стадии бурных изменений, дневник позволяет вам быстро сосредоточиться, быстро принять решение, и таким образом вы можете в лучшей перспективе взять новый проект или устроиться еще на одну работу, и это без сильной эмоциональной перегрузки. В сфере денег дневник позволяет перейти к финансовому менеджменту, то есть системе управления деньгами, когда вы деньги умеете контролировать, вы понимаете, как вы можете рекламировать свои навыки ведения финансового менеджмента, то есть можете вести финансы для себя, можете вести финансы для окружающих, можете в состоянии 8-10 в сфере денег уже браться за управление чужими финансами, потому что вы обладаете самым важным качеством, вы обладаете хорошей репутацией. Зачем нужен дневник в сфере личностного роста? Если вы заходите в какое-то серьезное обучение, небольшая тетрадь, небольшой отдельный ежедневник позволяет вам там просто сконцентрировать все записи, связанные с обучением. Как вы знания внедряете, как вы от этих знаний получаете какую-то финансовую отдачу, как те знания, которые вы получили, являются для вас полезными, то есть видите ли вы возврат затраченных денег или вообще то время, которое было отведено на учебу, что для вас значит, получаете ли вы тот эффект, который вас удовлетворяет. Итак, привычку мы внедрили, есть 2 способа, опять повторяюсь, ведем 2 дневника, один дневник рабочий, записываем туда рабочие моменты, второй дневник для работы с вашим внутренним состоянием, это сфера наполнения вас энергией, сфера яркость жизни. Если у вас очень много спорных моментов в сфере друзья и окружение, ведение дневника плотное с описанием ситуаций, которые случились с вашими друзьями и окружением, позволяет вам для себя понять,
каких единомышленников вы будете искать в каждой сфере. То есть колесо жизненного баланса – это всегда про поиск единомышленников. У нас есть 8 сфер, где мы можем найти единомышленников, и эти единомышленники, как правило, будут на вас наполнять энергией. Почему? Потому что, как правило, мир доброжелателен к нам, и все проблемы мы сначала выдумываем в своей голове, а потом эти проблемы встречаем в той сфере, где мы не ждали или, наоборот, как бы ждали. И когда мы ведем дневники, мы вот эти вот ситуации, первые признаки, которые нам подсказывает интуиция, можем зафиксировать, а когда уже произошло событие, можем уже укрепить развитие своей интуиции. Когда мы можем уже связывать первые признаки анализа ситуации, которые там дает нам интуиция, это, как правило, какие-то хорошие предчувствия, бывают и не очень приятные предчувствия, и потом происходит какое-то событие, вы будете, по крайней мере, знать период времени, за какой период интуиция вас предупреждает, что что-то в вашей жизни произойдет. Я бы очень хотел, чтобы это были приятные переживания, приятные моменты. Но если были какие-то сложности жизненные или профессиональные, то есть у вас есть период подготовиться к этим ситуациям. Обязательно, если такая ситуация произошла, обращайтесь к экспертам, вот в дневнике пишите, к такому-то эксперту обратилась, получила такую информацию, была она полезная, нужная или своевременная. Вот дневник всегда может дать ответ на этот вопрос. Что делать, если новая полезная привычка вести ежедневник со временем пропадает? Ничего страшного не происходит. Сделайте маленький перерыв, уделите внимание яркости жизни, и яркость жизни, то есть ваше нахождение в сфере отдыха, ваше нахождение в местах силы, ретрит, тренировка, голодание, оно дает вам возможность немножко по-другому взглянуть на эту рутину, потому что первый признак того, что дневник вести не нужно, то есть вы воспринимаете это как рутину, как ненужное занятие. На самом деле планирование с точки зрения ежедневника в течение часа дает вам экономию от 8 до 20 часов времени, потому что вы уже проанализировали, что вы будете делать, то есть вы уже на этапе планирования экономите ваше время, которое будет занято в сфере достижения жизни. Это пример из сферы операционного менеджмента. Те, кто в бизнесе связан с планированием, знают, как важно планирование, как оно экономически оправдано, как оно экономит время, как оно экономит ресурсы. Итак, подводим итоги. Ведение ежедневника – это периодическое занятие. Лучше всего, когда вы регулярно утром и вечером уделяете ведению дневника 30 минут времени, 15 минут утром, 30 минут вечером – это вполне приемлемые временные промежутки. 30 минут – это вы сосредотачиваетесь, буквально 5 минут можете писать, это нормально. У кого как, пожалуйста, напишите, будет интересно ваше мнение. Дневник с точки зрения анализа можно вести один раз в неделю. Анализируйте свою неделю, смотрите, что получилось, что не получилось. Кто обладает более глобальным мышлением, можете анализировать только свой месяц. Месяц анализируйте с точки зрения выполнения план-факт. Запланировали что-то, из запланированного что-то получилось. То, что не получилось, смело переносите на следующий месяц и так смотрите, как ваши задачи, которые были актуальными, наконец-то становятся выполнимые, или реально понимаете, что для того, чтобы достичь эту цель, нужна не одна попытка, нужно по-другому взглянуть на пути решения этой задачи, и когда вы находите этот путь, в состоянии 8-10 решение задачи решается легко на раз-два. Колесо жизненного баланса – это не про переживания, колесо жизненного баланса – это про то, что вы ставите и планируете себе цели, которые вы хотите достичь, сами выбираете путь, как вы будете их исполнять, сами выбираете единомышленников, которые вы будут вам помогать. Можете попробовать путь сделать все самой или сделать все самому, и такое тоже возможно. Напишите, кому как удобно выполнять задуманное вместе с единомышленниками или выполнять задуманное самому. Дискуссия объявляется открытой. Всем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения.
Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. У вас все получится. Я в вас верю.